Учение о вибрациях и взаимосвязи всего, что существует на Земле. Я есмь Кутхуми. Наша сегодняшняя беседа, я надеюсь, будет познавательной для вас и заставит вас по-другому взглянуть на те вещи, которые вы привыкли наблюдать вокруг себя. Я постараюсь дать вам взгляд, максимально приближенный к взгляду вознесенных владык на то, что вас окружает, и на ваше текущее положение в мире. Я чувствую, что я вас заинтриговал. Мы постоянно во многих наших посланиях говорим о вибрациях и необходимости их повышать. Это абстрактное утверждение имеет вполне конкретное проявление в вашем физическом мире. И если бы вы взяли за труд быть более любознательными, то вы могли бы обнаружить, что данные вашей светской науки уже давно разгадали феномен повышения вибраций. И если бы результаты научных исследований стали бы широко известны, то это привело бы неминуемо к взрыву в вашем сознании. Итак, вы еще больше заинтригованы, не правда ли? Я утверждаю, что многие ученые мира имеют в своем распоряжении данные о том, как вибрации клеток человека изменяются под воздействием образа жизни, который ведет человек. И как эти вибрации сказываются на состоянии здоровья человека, в частности, на работе основных его органов и систем. Все можно измерить, и всему есть научное обоснование. Я сам участвовал в передаче многих научных открытий в ваш мир, работая с биологами и биофизиками. Вибрации ваших клеток очень сильно варьируются в зависимости от того, какую пищу человек употребляет, в каких условиях он проживает, имеет ли он вредные привычки и даже склонен ли он слушать музыку, несущую в себе негармоничные вибрации. Само проживание в крупных городах уже приводит к резкому снижению вибраций клеток.
Поэтому, как бы вы ни старались достичь следующей ступени эволюционного развития, проживая в крупных городах, у вас ничего не получится. Городская инфраструктура способна производить низкочастотный гул, который распространяется на сотни километров вокруг мегаполисов и крупных городов и на десятки километров вокруг более мелких городов. Поэтому ваши духовные достижения, которые вы якобы имеете, проживая в крупных городах, вызывают у нас только улыбку. Нужно быть очень невежественным и совершенно не разбираться в механизме духовных процессов, чтобы иметь смелость утверждать о вашем большом духовном уровне, в то время как вы проживаете в любом городе. Само проживание в городе делает невозможным рост вибраций ваших клеток, даже при условии, что вы ведете правильный образ жизни, не курите, не употребляете алкоголь и наркотики, не едите мясной пищи и не слушаете рок-музыку. Все в вашем мире связано, и вы представляете собой единую систему со всем, что вас окружает. Поэтому ваши клетки не могут иметь уровень вибраций выше максимально допустимого для городов. И этот уровень вибраций можно измерить. Тогда, когда вы переезжаете жить в достаточно чистое место, вибрации ваших клеток повышаются, и вы получаете возможность к духовному росту и продвижению. Я говорю об истинном духовном продвижении. Вам может показаться, что все ваши усилия, связанные с духовным ростом, которые вы предпринимаете, проживая в городах, напрасны. Ничего не бывает напрасно. Вы не можете мгновенно достичь тех вибраций, которые присущи отшельникам в Тибете. Ваши органы и системы не выдержат. Но постепенно, продвигаясь по духовному пути, вы заметите, что дальнейшее ваше пребывание в городах станет невозможным для вас. И вы все больше и больше будете напоминать себе рыбу, выброшенную из воды на берег. Все можно изменить, но нужно знать, к чему устремляться и как этого достичь. Общество в целом не готово воспринять те простые истины, о которых я говорю. Поэтому нам остается только ждать, когда вы созреете или не созреете к тому, чтобы перейти на следующий этап эволюционного развития. Ваш образ жизни нужно менять. Ваши привычки нужно менять. Потребительское отношение к природе нужно менять. Человек, обладающий низкими вибрациями, создает условия
для проживания внутри него миллионов паразитов. И население Земли почти поголовно кишит ими. Отсюда ваше недомогание, отсутствие сил и желание жить. А вы знаете, что является причиной вашего состояния? Ваше отношение к природе, ко всей жизни, ко всему, что существует совместно с вами на Земле. Мудро действует закон. Ваше паразитическое отношение к Земле и природе вызывает засилье паразитов внутри вашего организма. И точно так же, как от паразитов внутри вас можно избавиться очистительными процедурами, точно так же и Земля со временем вынуждена будет заняться очистительными процедурами. И не пеняйте потом, что очередной потоп смоет с лица Земли тех индивидуумов, которые не готовы расстаться с паразитическим состоянием своего сознания. Следующий этап эволюции подразумевает разумное сотрудничество с Землей и со всем, что на ней существует. Но карму, наработанную хищническим и варварским отношением к природе, вам придется отработать. Своими болезнями, с помощью катаклизмов и техногенных катастроф. Тяжесть возврата кармы может быть отрегулирована восхождением на новый уровень сознания все большего и большего количества индивидуумов, способных осознать единство всей жизни. Сейчас вы находитесь в критической точке, и человечество балансирует в этой точке своего развития вторую сотню лет. Каждый раз наше вмешательство помогало отодвинуть неблагоприятное развитие событий. Однако сегодня я приходил с конкретной целью дать вам ключи для того, чтобы вы смогли преодолеть кризис прежде всего в своем сознании, как можно более безболезненно. Иначе вам придется все чаще и чаще слушать в новостях, что то тут, то там происходит очередной катаклизм. То тут, то там с лица земли смываются целые города, а потом и материки. И вы уже привыкнете к этому, и вам будет казаться, что это естественно и так было всегда. Память человечества очень слаба, и многие не помнят даже то, что было вчера, не говоря уже о более длительном периоде. Чтобы не расставаться с вами на грустной ноте, я счел бы возможным настроить вас на то, что есть вероятность благоприятного развития событий на Земле. Но эта вероятность может быть реализована только с помощью самого человечества. Я есмь Кутхуми.